Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сегодня покажу, что можно приготовить с остатками от праздничного стола. Интересно? Тогда и начнем. А начнем мы с сотейников. Как и просили, делаю обзор на свои сотейники. Сейчас расскажу о них все, что знаю. И покажу. Так, это убираю. Беру вот такие вот ребрышки. Это может быть остатки от запеченной курицы, остатки от шашлыка. Ну, нам что-то не зашел, да, Сережка? Эта телятина была пожаренная на гриле, не зашла. Жестковатая была. Да, или, может, я неправильно приготовила. Ну, в общем, выкладываю в сотейник, потому что у меня такие вот длинные кусочки, даже с мяском здесь. Заливаю водой. Сейчас сварим вкусный суп. Конечно же, такие супы лучше варить на один раз. Когда утром встали, после праздника желудок чего-то хочет, а уже на салаты с майонезом и на все остальное смотреть не может. Идеальный вариант. И ставлю на огонь. Прикрою крышкой, чтобы быстрее закипело. Помидорки. Ну, осталось 4 штучки, ну не выбрасывать же. Я их сейчас раздену. Они у меня вкусные, без специй, рецептом я делилась. Да, летом. Вкусные вообще класс. Вкусные, ну остались, ну это ж такое дело. Уберем плодоножки. И нужно их измельчить. Можно ножом сделать, а можно вилкой размять. Тут уж даже если останутся фрагменты, это только украсит наш супчик. Я это сделала вот так вот. Грубо. Когда закипело. Ой, посмотрите, какой уже красивый бульон. Тут и специи, и все есть. И дымок. Здесь просто вкусняшка. Соберу немножко пенку. Снова накрою крышкой. И сделаю минимальный нагрев. Пусть себе здесь хотя бы 20-30 минут потомится, чтобы все вкусы и вкусняшки выварились. А я в это время рядышком сковородку на огонь, немного растительного масла, совсем чуть-чуть. И выливаю сюда помидоры. Я их хочу хорошо обжарить, прям выжарить, чтобы получился вкусный бульон. Слышишь, как запахло? Вообще шикарно пахнет. Здесь все сахара, которые есть, сейчас поджарятся, карамелизуются, и это придаст очень вкусный вкус. Знаю, что так не можно сказать, а я сказала. Мне все можно, я на своей кухне. Конечно. Посмотрим, что здесь. Ой, как вкусно пахнет. А ну попробуй уже. Сережка, это не просто вода, это уже какой-то бульон, понимаешь, да? Класс. Все. Аня, зажарка. Как только жидкость выпарилась и помидорки уже начали поджариваться, я думаю, это видно, они становятся такими какими-то аж блестящими, прозрачными. Можно выключать нагрев. Еще несколько секунд перемешиваю, потому что сковородка горячая. И помидоры спасли, и вкусное блюдо приготовили. Следующие ингредиенты – это каперсы. Если вдруг купили баночку на салаты и не знаете, что с ними делать, покажу, куда использую. И любые овощи замороженные. Можно даже из маркета смеси. У меня цветная капуста. Сама замораживаю, немножко соцветий разделю, чтобы были поаккуратней. А то я, наверное, куда-то спешила, когда это делала. Можно, конечно, и картошку. Можно, Сережка, и картошку. Ну, не знаю, как ты, я картошки наелась за праздники. Это я с тобой согласен. Во всех салатах практически была картошка, и на основное картошка, так что теперь счастье мое овощи. Наш организм требует овощей. Да, метелку такую. Поехали, Сережка. Что наш бульон? Посмотрите, какой красавец. Такой прям наваристый, вроде мы здесь полкабана сварили. Это точно. Так, что я добавлю в свой суп? Можно паутинку, а можно такие вот макарошки, как у меня, с цельнозерновой муки. Совсем чуть-чуть, буквально, ну вот так вот. Щепоточку. Ну, хочется все-таки чего-то. Чего-то все-таки хочется. Они варятся быстро, 2-3 минутки. Сразу же сюда овощи. Перемешиваю. А помидоры что ты не добавляешь? А я ее добавлю чуть позже, потому что кислота замедлит приготовление овощей. Я пока займусь каперсами. Беру примерно 1 чайную ложечку. Если, хозяюшки, любите солянку, добавьте каперсы в солянку. Заиграет по-новому. И немножко измельчу. Вообще каперсы – это натуральный усилитель вкуса. В производстве добавляют натрий, да? В Японии добавляют соевый соус, а мы добавим каперсы. Не знаю, чье производство. Как только закипело, добавляю помидорки.
Аккуратненько, чтобы не плюхали. Конечно же, бабушкина фишечка. Ну это по-любому. Ну, вот уже ж вкусняшки такие остались. Помыли. Еще один вариант — помыть хорошо сковородку. Вы спрашивали как? Вот. Да. И что? А потом ее просто горчичкой, горячей водичкой, и все, и она чистенькая. Сюда. Каперсы. Довожу до вкуса солью. Черным молотым перчиком. Хотя там и специи есть. Но все равно, Сережка. Лавровый лист. Перемешиваю. Ой, какой красивый. Красавчик, да? Вообще Ароматный шикарно. такой. Ой, и мясо у нас тут. Даю прокипеть пару минут. Накрываю крышкой. Выключаю нагрев и даю постоять 10-15 минут. Остатки зеленого лука от украшения меленько нарежу. Хлеб. Я ем без хлеба, друзья. Сережка у меня ест все с хлебом. Даже- Еле отучила пельмени есть без хлеба. Макароны с хлебом. Откуда такая привычка? А в детстве говорили, хлеб всему голова. Ты просто, у тебя удивительное тело, Сережка, что ест столько хлеба и стройное. Я еще раз объясняю. Я сжигатель жира и вешу я 80 килограмм. Да, так и есть. Сила мысли. Ну а что наш суп? Наливаю. Опа! Ух ты. Готовы, друзья? Конечно. Берем красивую костяшку. Уже вкусно. Я могу так поесть. Не надо тебе больше ничего. Перемешиваем супец, чтобы все попало. И помидорчики, и макарошки. Все. И наливаем. Видишь, как я правильно сказала? Наливаем. И последний штрих, друзья. Берем зеленый лук и сверху посыпаем. Все, первый пошел. А себе косточку. Не хочу, я хочу овощей. Я мясо наелась уже. Мгм. Ставьте лайки, друзья, за такую простую вкусную идею. А я хочу попробовать. Аба. А что сюда с моей тарелки? У тебя почему-то вкуснее всегда, Сережка. Какой вкусный бульончик. Всем приятного аппетита, мирного неба Вкусной еды и мудрой жены, и благодарных мужей. послушных детей. Сотейников, как и просили, обзор. У меня их 2 штуки. Им довольно-таки много лет. На этом большом нет никаких опознавательных знаков, только на крышке. Сереж, покажи крупным планом, что здесь написано. Это тормашками, мне кажется. Нет, вот так вот. Все правильно. А на втором? Нету крышки на этом, не знаю где. И все же, друзья, на этом маленьком сотейнике, на донышке, тоже есть опознавательные знаки, вот такие. Я вам в описании под видео оставлю все, что на нем написано. Теперь, вы часто спрашиваете, какой диаметр. Смотрим. У Сережки в гараже взяла рулетку. Ну, 26 сантиметров. Да, 26. Высота. Сколько там видно? 9. Вот. А этот маленький, я думаю, будет 20. Да, 20 сантиметров. И вот такая вот высота. 8. Вот. Теперь, следующий вопрос. Где приобрести такие кастрюльки? Этого я вам не скажу. Можно посмотреть в интернете, в магазинах. Один такой нюанс, который я для себя вывела, можно так сказать. Можно. Они должны быть тяжелые. Вот такие прям тяжелые. Ну как чугунная Да, сковородка. если вы взяли в руки, и оно легкое, какое-то как игрушечное, нет, не пойдет. Эти кастрюльки у меня такие, тяжелые, можно даже и ручки подкачать. Все, я в них делаю все, вы видите сами. Прекрасно жарятся и пирожки, и котлетки, все отстает, ничего не остается. Моются прекрасно. Кстати, я не мою их не чистящим средством, ничем. Я хочу, чтобы они долго прослужили. Поэтому... Какие мои? Кстати, часто тоже спрашивают, как я мою сковородки, что они у меня всегда чистые. Очень просто. Все очень просто. Есть нюансы. Я мою сковородки сразу. Я пищу в них не храню ни в холодильнике, нигде. То есть приготовила, она остыла, я ее под горячей водой помыла. Или даже бывает мою сразу. Пока она горячая, включаю кипяток.
ну, чтобы температура была более-менее одинакова, весь жир смываю этим кипятком, а затем уже мою просто обычным моющим средством, не агрессивным. Вообще, друзья, стараюсь сковородки не мыть агрессивным средством, потому что там есть и разрушают, и есть микротрещины, которые туда попадает, этот химический состав, и потом при нагревании, ну, лично я слышу это и даже ощущаю в пище вот этот неприятный химический вкус, привкус, как это сказать. Поэтому чаще пользуюсь горчицей, обычной сухой горчицей, мою сковородки. Попробуйте. И обезжиривает, и все-таки для как-то психологически, да, наверное, Сережка, полегче, что все-таки натуральным продуктом. Ну а теперь продвигаемся к нашему приготовлению еды.